Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студий перманентного макияжа. Сегодня я покажу вам, как делать перманентный макияж глаз, а конкретно это будет межресничка, заполнение межресничного пространства. У нас сегодня модель, у нее большие красивые глаза, стрел она не хочет. У нее яркие брови, красивые губы, и надо немножко выделить глаза. Никаких стрел, просто чтобы это смотрелось. Глаз будет смотреться чуть более ярким, но это не будет выглядеть таким накрашенным постоянно. У нас модель с очень крупными яркими чертами лица. Яркие брови, красивой формы яркие губы, которые она часто красит ярко. И глаза теряются на этом фоне, хоть они тоже и большие, но мы хотим сделать их просто немного ярче. Во время работы на глазах обычно рисуется эскиз, но это только если стрелка. Межресничка, мы ее не рисуем, мы нанесем сейчас анестезию и прокрашивать будем от первой ресницы в углу глаза у носа до внешнего угла глаза до последней ресницы. И во внешней части просто чуть-чуть шире, чтобы миндалевидности глазам придать. Рисовать тут незачем, потому что вся работа будет проходить вот в пространстве, где эскиз все равно, он просто мешать будет. Тут можно затронуть нижнее веко, работу на нем. Это стрелка, не стрелка, стрелка назвать нельзя. Можно делать от середины глаза и до внешнего кончика. Некрасиво, когда заполняется все, полностью прокрашивается. Обычно это визуально сужает глаз, он становится как бы меньше. Бывают еще веки такие, они вот у Юли вполне можно было бы сделать, если бы она захотела. А бывают веки, у которых вот как бы вот так вот вывернуты слегка, и вот эту внутреннюю часть, не знаю, как она называется, она как хрящ, уже на ней мы не работаем, она вывернута, ее видно. Если подчеркнуть вот нижнюю вот эту кромку межресничного пространства, то это становится прям ярко видно и некрасиво. Поэтому надо обращать внимание. И еще если глаз опущен к низу, бывает такое вот просто форма у глаза, когда он внешний уголок опущен вниз, тоже не стоит подчеркивать нижнее веко, а надо работать на верхнем. Вообще наша всегда задача — это придать глазу миндалевидность, вообще в идеале. Бывают глаза сами такие идеальные, бывает мы создаем такую форму с помощью средств наших косметических. Вообще межресничное пространство — это процедура, которая нужна, на мой взгляд, всем тем, кто красится тушью. Даже вот просто тушь без ничего, это уже значит, человек недоволен, ему глаз хочется сделать ярче, а можно, в принципе, потом существовать, даже не крася глаза тушью, потому что как раз тушь, она создает такую яркую линию. Получается, что если человек стрелки рисует редко, то нет смысла настаивать или предлагать вот эту вот процедуру, когда вырисовываются стрелы, потому что человеку будет некомфортно жить постоянно накрашенным. Я такая, я не люблю быть сильно накрашенной, и хотя раньше красилась очень сильно. О, это было ужасно. Межресничное пространство подходит вообще всем женщинам, которые хоть раз держали в руках тушь. Вот мое мнение. Глаз становится ярче, он не смывается, не течет, вы можете плавать, купаться, с утра вы просыпаетесь, уже глаза есть на месте. У меня такая проблема была, зимой краснеют веки, это было вообще ужасно, до тех пор, пока я их не закрасила. Заполнение межресничного пространства обычно мы делаем черным цветом, он не истинно черный, в нем все равно это смесь 1 к 1 с кирпично таким коричневым цветом, но выглядит он всегда черным, мешаем с кирпичным для того, чтобы не ушел в синеву. Я противник, на самом деле, того, чтобы межресничку делать коричневым цветом. Я видела несколько раз за свою практику людей, которые приходили спустя год-полтора. Коричневый часто уходит через оранжевый или красный, смотря какие фирмы, какие пигменты. И это выглядело безумно совершенно. Красная межресничка, воспаленные глаза на вид, поэтому мы всегда используем черный цвет на межресничке. Иногда можно графитовый, если это человек, блондинка, допустим, и у нее очень белесые ресницы, и черный для нее будет слишком яркий, можно графитовый такой серый цвет использовать, прикольно смотрится. Сейчас я буду заряжать машинку. Машинка, одноразовая иголка акупунктурная, и носики, все одноразовое. Перед процедурой желательно все показать, сейчас глаза закрыты. У иглы мы отрезаем часть, вот эту рукоятку, не трогая кончик, подгибаем иглу вот таким образом. Она очень тонкая, и в машинку она не встанет, выпадать будет просто такой буквой Z. И вставляем ее в отверстие, не касаясь совершенно
кончика. Ну, просто она очень тоненькая, и пальцами сложно ее на место поставить. Еще иногда я вот так подгибаю, таким образом тоже игла должна всей своей поверхностью касаться изнутри носика в идеале. Таким образом она пигмент доставляет в кожу более стабильно, не брызгается. То есть если игла будет, она в любом случае игла гораздо тоньше, чем отверстие. И, будет видно, нет? И получается, если она будет ровно посередине, то она будет болтаться. Нам надо исключить максимально боковое биение иглы. То есть пока мы не настроим правильным образом машинку, мы не приступаем к работе, потому что если машинка настроена не очень хорошо, работать будет тяжело, работа затянется, поэтому лучше настроить идеально машинку и спокойно работать потом. У нас такой перед тем, как я полностью замотаю барьерную защиту, я проверяю, насколько стабильно работает игла. В идеале, я люблю, чтобы вылет иглы был примерно 1,5 мм, на мой взгляд. Мне так удобнее всего. И у иглы должна быть возможность, чтобы ее регулировать вверх-вниз. Просто иногда бывает, что настроил иголку, а регулировать получается только в одну сторону, там, на уменьшение, и тогда она брызгается. То есть надо, чтобы была возможность и вверх, и вниз поднять колпачок. Но это делается при помощи, здесь специальное колечко, и тут даже миллиметр написано. То есть вот сейчас у меня на 1,5 мм вылет иглы. И игла, если это видно, она должна смотреться замершей. Вот так плохо видно. То есть, если вы видите, что игла такая имеет размытые очертания, то надо добиться того, чтобы она смотрелась, как будто просто игла вот вылезла и стоит ровно. То есть у нее никакого бокового биения нету, и работать будет удобно. Иногда настройка сбивается и в процессе работы. Тогда лучше остановиться, нанести анестезию, зря не ковыряться, перенастроить машинку и работать уже, будучи уверенным, что все ложится нормально. В барьерную защиту мы помещаем всю машинку и еще где-то сантиметров 20-30 шнура, но все те места, до которых мы дотрагиваемся в процессе. Вот таким образом заматываете полностью в барьерную защиту, получается, всю машинку и вот эту часть, и даже начало носика. Потому что пигменты, ничто не должно попасть на сам аппарат, потому что в нем много пластиковых деталей, и шнур-то мы обрабатываем, когда достаем. Но саму машинку, я, кстати, не знаю вообще аппаратов, которые полностью можно поместить в сухожировой шкаф, поэтому, на мой взгляд, все должны на барьерной защите быть. Перед процедурой мы готовим все необходимое. Наливаем в стаканчик в одноразовый хлоргексидин. Так, побольше. Кладем какое-то количество ватных палочек, если что, добавим. Но в идеале надо делать так, чтобы больше мы ничего не трогали. Все у нас должно быть на одну процедуру и одноразовые. Оборачиваем. Я обматываю таким большим количеством пленки для того, чтобы сделать вот тут углубление, чтобы оно не продавилось, не порвалось. И сюда налить анестезию, потому что так удобно. Одноразовые колпачки для пигмента, влажные салфетки, что тут у нас еще, ватные диски, микробраш, которым буду наносить анестезию. Я его обычно сюда вставляю, чтобы он не терялся, не улетал никуда от меня. Все, я все подготовила вроде. Я сейчас налила пигмент, отошла. По правилам надо наливать его на высоте, чтобы
носик не касался капсы. Вообще, в принципе, я наливаю его один раз перед началом процедуры, и здесь все еще не соприкасалась ни с какими физиологическими жидкостями, поэтому я сейчас не показала это, но имейте в виду, если вдруг надо долить в процессе, тогда вы снимаете перчатки, идете наливаете, причем держите на весу, чтобы не ткнуть носик пигмента, баночки с пигмента вот именно в эту капсулу. Смысл, зачем это делать, но на всякий случай. Мы сняли видео про асептику и антисептику, посмотрите его. Там мы постарались максимально подробно рассказать о правилах. То есть перед началом я проверяю, не капает ли, бывает, что прям сразу повисает капля, и это будет мешать, потому что за ресницы она будет цепляться и пачкать поверхность рабочую. Поэтому надо сделать так, чтобы капля не висела, чтобы рисовала стабильно. Иногда капля висит небольшая, но она не мешает, она тратится в процессе работы. Все, в принципе. Аккуратно снимаем пленочку и выбрасываем. И вот такими простыми промакивающими движениями, не втирая ничего, просто наша задача, чтобы анестезия вся впиталась в салфетку. Это обычная сухая одноразовая салфетка. Бывает, анестезия застревает между ресниц, там просто надо несколько раз пройти, чтобы салфетка должна оставаться сухой полностью. Смотрите, вот средний палец ставится на середину глаза, причем он ставится всей поверхностью. Он должен лежать на веке для того, чтобы зафиксировать круговая мышца глаза, реально очень сильная. И надо максимально обезопасить себя от того, что клиент откроет глаз. И мы должны локально тот кусочек кожи, на котором будем работать, натянуть. Поэтому, если это межресничка, тем более, мы кладем палец всей своей площадью, даже на бровь. Большой палец тянет на себя кожу, средний на себя, получается в противоположные стороны. И вот указательный палец, он подвыворачивает немножко веко. Таким образом я вижу полностью все пространство, на котором буду работать. Пространство должно быть освещено, то есть вы не должны нагибаться, закрывать руками зону. Очень часто я просто наблюдала, что мастер каким-то образом создает себе глубокую тень и копошится там в темноте. Плохо видно. Натягиваем пространство только на котором будем работать. Очень сложно, я видела, бывает, пытаются натянуть весь глаз, он не фиксируется, и она может в любой момент открыть его. Таким образом у нее нет шансов глаз открыть вообще. И предупреждаем клиента о каждом своем движении, чтобы не было неожиданности, что иглу воткнули ему в кожу, в глаз. Потом еще должен быть обязательно рефлекс убрать руку от клиента, потому что иногда вздрагивают, иногда пытаются сесть. И я слышала о случаях, когда ставили некрасивые мушки черные на щеках. Вообще мы работаем на минимальном количестве оборотов. Я обычно ориентируюсь по звуку, у меня еще стоит адаптер на нем, я тоже регулирую. То есть она не должна верещать и разбивать кожу. Но машинки у всех разные, и все работают с разной мощностью. Я привыкла работать на минимальной, чтобы кожу травмировать минимально, потому что количество вылета, возвратно-поступательных движений в секунду регулируется, у нас здесь. И чем их больше, тем, на мой взгляд, травматичнее работа. Легкими движениями мы начинаем работать, прокрашивать межресничку. Больно, нет? Щекотно. Обычно, да, все говорят, что похоже на щекотку такую, местами неприятно. Глаз иногда выглядит полуоткрытым, это я его открываю, то есть я себе открываю рабочую зону. И правой рукой рабочей я немножко оттягиваю щеку, чтобы не пачкать нижнее веко. Межресничку мы прокрашиваем, в принципе, любыми движениями, можно вертикальными, можно горизонтальными. Обычно такие горизонтальные по отношению к веку движения невозможно, если густые ресницы. Начинает все брызгать, очень тяжело получается работать, поэтому можно такими вертикальными прокрашивать. Первый проход зависит, нужно постоянно интересоваться, какие ощущения. Кому-то обезболивает намертво вообще, можно прям полностью плотно прокрасить без проблем, а кому-то слегка обезболивает, поэтому первый проход для нанесения делается, в общем-то, анестезии.
Запрещено в перманентном макияже, на мой взгляд, это совершенно абсолютно должно быть обязательное правило для всех. Идти вот здесь вот по верхнему краю, начиная от 1/3, где-то 1/3 до носа должна прокрашиваться только внутри, только там, где растут волоски, причем по нижнему краю. Потому что я видела очень много работ, когда идет по верхнему и аж уходит как бы за разрез глаза на вот переносицу. Это просто жуткая жуть. Удалять там лазером никто в своем уме не будет. Самые неприятные обычные ощущения это возле носа. Они похожи на прям такую щекотку. Вообще в идеале реально каждое свое движение нужно озвучивать. И в начале работы, перед процедурой, пока вы заряжаете машинку, рассказать все примерно, что ждет, какие ощущения, что может попасть в глаз пигмент и какие ощущения будет испытывать при этом. Похоже на песок иногда бывают такие вот они. Вот сюда обычно я ставлю ватный диск. Если течет слеза, чтобы она не потекла в ухо, это тоже щекотно, начинают пытаться руками брать и мешать. Насчет глубины. Если это стрелка, то мы проверяем особенным образом. Это я покажу на следующем уроке. Каким. Тут вот мы ориентируемся на ощущение вот в пальцах, которые натягивают кожу. Не должно быть совершенно крови. То есть если вдруг у вас там выделяется активно сукровица или, не дай бог, кровь, то значит вы явно работаете на неправильной глубине. Потому что работа очень поверхностная. Вообще, наверное, на видеоуроке очень сложно объяснить, как правильно, какая глубина. То есть, если вдруг пошел сразу отек, то есть вы прикоснулись, и вот он надувается прям сразу века, то есть точно, совершенно точно вы работаете на неправильной глубине слишком сильно. Это опасно, это чревато тем, что пигмент может попасть в сосуд, и такое клякса получится, которая только лазером убирается. Вообще только мастер лично может поставить пальцы и научить ощущать. То есть я могу рассказать примерные какие ощущения, то есть очень легкая вибрация. Если, допустим, я поставлю вот сюда пальцы, то я уже не буду ощущать вибрацию, работая вот здесь. То есть я ощущаю вибрацию только когда прям практически мои пальцы стоят в том месте, где я работаю. Стираем мы пигмент такими движениями. Вот я вообще не оказываю никакого давления на веко, когда прокручиваю палочку. Я ее прокручиваю и таким образом размачиваю пигмент, который там между ресниц где-то попал, и потом обратной стороной я его как бы просто собираю. Я ничего не тру, потому что иногда отек на веке случается в процессе даже не от того, что машинкой там работал в межресничке, а от того, что просто кожа такая нежная, что она от трения постоянного отекает. И вот сейчас я собрала основную часть пигмента, и влажной салфеткой я просто очищу кожу, потому что я должна видеть, как он ложится, пигмент, ложится ли он вообще. То есть не нужно работать в холостую. Если вы пройдете раз, второй, 10, а пигмент не остается, кожу вы травмируете, но пигмент потом не ляжет уже вообще 100%. Потом я, допустим, люблю работать на сухой коже. То есть, когда она сухая, если вдруг капля пигмента или брызги пигмента упали, то он не течет и не расплывается, и мне это не мешает. Плюс еще удобно натягивать кожу, когда она сухая. Бывает такое, что очень активно текут слезы, они даже просто на свет бывает текут. Тогда можно вот таким образом поставить ватный диск, то есть в него будет впитываться слеза, и работать, наклоняя от себя голову. Получается, слеза будет собираться, основная часть вот здесь вот ямки. То есть вы вот здесь прокрашиваете во внешнем углу спокойно, потом наоборот поворачиваете на себя, и получается, слеза утекает сюда, впитывается в ватный диск, а вы прокрашиваете спокойно вот эту внутреннюю часть века, и там сухо тоже относительно у вас. Но это бывает не часто, когда прям слезы текут. Как бы такое помогает. Если вдруг в процессе работы клиент говорит, что запекло внутри глаза очень сильно, даже если не очень сильно, бывает в каком-нибудь уголке
во внутреннем запекло, вам надо сразу снять пленку, вытереть полностью анестезию и струйно, прям очень сильно промыть систейном. Мы промываем конкретно систейном, ну, любыми каплями для глаз, для того, чтобы вот эти все ощущения прошли. Вообще, ну, попасть, в принципе, может и попадает довольно часто анестезия в глаз, и ничего страшного нету в этом, в принципе, потому что ингредиенты мы носили анестезию, вот конкретно основная наша анестезия, она очень жидкая, это лидокаин. Вот. Ей делают, в принципе, в офтальмологии, обезболивают глаз. Есть даже капли лидокаин для манипуляций на глазу. Поэтому она никакого вреда не приносит, но иногда, вот крайне редко бывает так, что просто у человека аллергия. А аллергия – это штука… Ну, обычно истинные аллергики, они знают, на что у них аллергия, и всегда предупреждают сами. Но вполне может случиться такое, что человек просто не знал. И если вдруг зрачок, допустим, расширился сильно, или если печет внутри глаза, ощущение стекла битого, ну вот как при конъюнктивите, вообще любые дискомфорты, они прям такие сильные ощущения, то надо сразу промывать, прекращать процедуру и отправлять человека к врачу, чтобы не было у вас проблем и у него тоже. Движение у меня то горизонтальный, то вертикальный, то есть где мне удобно, в принципе, вот здесь мне удобно, и ресниц здесь мало обычно. И здесь вот такое движение горизонтальное, потому что на сужение идет вот эта полоса, которую мы прокрашиваем, межресничное пространство. И в середине глаза в 2-3 ряда растут реснички, а во внутреннем углу они уже в 1 ряд растут часто, тоненькое место. Терпимо, Юль? Угу. Во внешней части, вот примерно от середины, можно такие движения наискосок делать, чтобы у межреснички, ну вот у этой полосы, которую мы прокрашиваем, не было четких границ, чтобы она с внешней части заканчивалась так воздушно и на расширение шла. Потому что, чтобы не создать круглый глазик, до самой последней ресницы. И потом мы когда сотрем, ну вот сейчас тут у нас уже слезы текут, значит, уже ощущается, да? Угу, да, вот ощущение покалывания, а до этого было щекотно, не больно. Ну, мы постоянно интересуемся ощущениями. Как только начинается ощущение, вот как говорит Юля, покалывания или там какого-то, ну, когда анестезия, да, начинает сходить, лучше прекратить, все протереть, нанести основную анестезию и уйти на другой глаз. В это время здесь и кожа отдохнет. Ну и когда человеку больно либо неприятно, он начинает дрожать веком и мешать работе, а нам это не надо, поэтому мы все вытираем чисто насухо и уходим на другой глаз. Влажные диски иногда бывают подсыхают, и надо менять его, либо мочить, либо, ну, кто там пользуется ватными дисками, а это салфетка влажная. Когда сухой трешь по веку, это очень неприятно. Я знаю мужчин, татуировщиков, не татуировщиков, перманентщиков, которые себе никогда не делали эту процедуру, и они очень жестоко трут глаза. У них очень красивые работы, но, на мой взгляд, если сам на себе не попробовал эту процедуру, я начала становиться такой прям супер аккуратной после того, как себе сделала. До этого тоже была такая, ну тут уже видно, прокрасилась частично. Значит, нанесу анестезию и выйду на другой глаз, пока... Пигмент обычно пигмент, если попадает в глаз, никто этого обычно не ощущает. Его довольно много там. Самое главное, чтобы не было в глазу линзы. Между ней и роговицей может попасть этот самый пигмент, он же все-таки из каких-то частичек состоит, и может повредить роговицу. Поэтому очень важно перед процедурой убедиться, что линза убрана в контейнер, и всем хорошо. Осушаем полностью, чтобы веко было сухое, так как анестезия наша основная, она жидкая, как водичка. Микробраш, вот, это стоматологический инструмент, и у него такая щеточка на конце, она впитывает некоторое количество, ну, им вот лучше всего локально наносить. Я выворачиваю немножко веко, и прям вот где работала, на эту линию наношу
анестезию. Я не капаю в веко. Ее тут очень мало, поэтому у меня нет как бы шанса залить прям туда сильно вовнутрь глаза. Щипет сейчас, поврежденная кожа, тоже надо было предупредить, прости, я тебя не предупредила, она печет. На самом веке можно немножко помахать, чтобы вот это ощущение длится секунд 10. О нем лучше предупредить. Когда кожа повреждена и наносится анестезия основная, такое ощущение печет, да, не щипет, а печет. Оно длится секунд 10, проходит потом, и все уже, потом ничего не ощущается. Все лучше уже? Да. Машу тут тебе. Все, снимаем пленку со второго глаза. Все это время анестезия там продолжала работать. И все те же самые движения промакиваем аккуратно, чтобы анестезия вся впиталась и не попала в глаз. Если вдруг очень сильно дрожит глаз или сильно течет слеза, бывает такое, что прям невозможно работать. Есть капли алкаин, называются, они применяются в офтальмологии для того, чтобы делать маленькие операции на глазах, там стружку, бывает попадает в глаз, такие микрооперации. Во время обследования в клиниках они также применяются, эти капли. Они обезболивают полностью все внутри и немножко слизистую. И глаз перестает реагировать на все эти движения, и проще работать становится. Но мы как бы не злоупотребляем этой анестезией только в том случае, если реально тяжело работать. Потому что чем меньше анестезии, тем лучше. То же самое, средним пальцем я оттягиваю от себя, большим пальцем я натягиваю на себя и приступаю, оттягиваю правой рукой щеку. Здесь у нас модель худая, но бывает иногда, что щека довольно большая и прям закрывает зону. То есть вы должны себе создать рабочее пространство, которое очень хорошо видно. На стрелках совершенно другой метод работы. Поэтому посмотрите наш урок по стрелкам. Кстати, по-моему, надо еще один снять. Там Анин вариант, а можно еще мой вариант снять, потому что мы с ней по-разному работаем. Нормально, терпимо все? Угу. Очень важно прокрасить межресничку прям вот до окончания места, где растут ресницы. Там начинается каял. Такая на хрящ похожая ткань, на ней очень плохо ложится пигмент, мы туда и не лезем, но как бы смысл в том, чтобы прокрасить полностью в ширину от первой до последней и в длину от первой до последней ресницы. Иначе будет незаконченной смотреться работа, и при открытом глазе, когда нижний ряд ресниц не прокрашен, получается некрасиво, получается пустота. Если вдруг скользит по коже, всегда положите ватный диск, станет работать гораздо удобнее. Игла никак не может повредить ресницы, потому что мы работаем как бы между ними, получается. Если они очень густые, повторюсь, то вот такое движение, оно просто не получится, будет очень брызгаться, и будет грязная поверхность, и будет не видно вообще работу. Вот это место очень часто я вижу недокрашенное, потому что очень сложно добраться во внутренний уголок глаза, особенно если пытается сжать человек. То есть здесь я мизинцем оттягиваю нижнее веко и натягиваю и выворачиваю верхнее веко на себя. Выворачиваю громко звучит, очень такое легкое движение, чтобы не было дискомфорта. И прокрашиваю прямо до последней реснички и на нет свожу. Она идет как веретено от толстого к тонкому. Тут все повторяется. Мне нужно очистить рабочую поверхность мокрой, смоченной в хлоргексидине палочкой, я прокручивающими легкими движениями. То есть можете на себе проверить, вы должны научиться делать это таким образом, чтобы вообще не ощущать давление. Получается, как бы прошли мокрой частью, сухой стерли. Чтобы лишний раз не травмировать веко, потому что и так не очень приятное ощущение. Еще и когда натрешь, становится вообще все волшебно. Между ресниц обычно пигмент вымывается не очень хорошо, но его оттуда нужно достать, иначе может казаться, что вы с первого раза прокрасили начерно все прям идеально, а на деле человек может умыться и всю вашу работу смыть. Смысл-то в том, чтобы в кожу внести пигмент. Я встречала глаза
очень опасные, ну как странные, когда сосудистая сетка прям очень такая ярко выраженная, они же как будто выпуклые над кожей. Ну вот на таких веках мы как-то пару раз отказывали. Ну потому что это чревато, опять-таки, даже если работать очень-очень-очень поверхностно, есть риск, что... Терпимо? Есть риск, что в сосуд попадет пигмент и останется такая клякса. И, ну, можно предупредить клиента, что такое возможно. Потому что, ну, несмотря на свои такие сосуды, очень часто они прям упрашивают и говорят, сделайте мне хоть что-нибудь. Но совершенно точно я бы не стала делать широкую стрелку на таком веке, потому что это прям чревато. Вообще на любой зоне, в принципе, чем поверхностнее работаешь, тем это правильней. Потому что, во-первых, пигмент не изменяет цвет. То есть вот он черным и в идеале должен и остаться. Потому что чем глубже мы кладем пигмент, тем и на веках тоже черный может стать легко синим буквально сразу. Но иногда, редко, это случается из-за того, что просто кожа вот так вот изменяет, и он выглядит синим, хотя работали на правильной глубине, все соблюдали правила. Вот. Очень грубая работа, она чревата, опять-таки, вот этими потеками, отеками сильными очень на веках. Хоть это и проходящее явление, но тем не менее отека в принципе, либо он должен быть очень такой небольшой и равномерный по всей поверхности века, либо его вообще в принципе не должно быть отека. И что еще? Еще можно создать рубец. У меня такое ощущение, что вот конкретно у меня, что у меня на веке рубец, потому что на моих бровях и глазах работала куча мастеров всяких разных. Вот, и кто-то создал мне уплотненную ткань на веке, на которой теперь не ложится пигмент. Его вроде не видно, шрам, но у меня такая особенность, моя кожа имеет предрасположенность к килоидным рубцам. На такой коже, в принципе, работать можно. Но это не абсолютное противопоказание к процедуре, но надо работать крайне осторожно и поверхностно, чтобы не изменить ткань в месте работы. Обычно на первом проходе проходим один раз, но если терпит и если все нормально, если обезболилась настолько, что можно пройти 2, а то и 3, как бы можно в принципе на некоторых кожах вообще на первом проходе полностью прокрасить межресничку. Это довольно быстрая процедура, но не все кожи позволяют. Но опять я вот выворачиваю немножко и наношу анестезию прям локально туда, где работала. Ни в глаз, никуда. То есть она не попадает. Сейчас нам снова попечет. Мы снова помашем. Я машу. Видела, как дует. Дуть, мне кажется, не надо. Мне было бы не очень приятно, если бы мне дули в лицо. Чего я только не насмотрелась за время. Все, прошло? Еще чуть-чуть. Это какая деловая. Еще чуть-чуть ей подуйте. Ну, это реально помогает. Она печет секунд 10-15, потом просто все уже не болит ничего. Мы постоянно меняем пигменты. Я снимала в начале там давным-давно видео про то, что мы работаем интензой, мы уже не работаем интензой 100 лет. Мы постоянно что-то ищем новое. Мы работали уже кучей пигментов, экспериментируем постоянно. Кстати, вот здесь я делаю такие движения небольшие на вылет, чтобы не было четкой границы, чтобы не выглядела межресничка такой просто подводкой, как бы чтобы был эффект таких пушистых ресниц. Ну и вот я начинаю вот здесь вот прям вот видно эта линия, идет она блестит, и на ней уже ничего не растет, каял. На нем я не работаю. Так, о чем я говорила? Мы перепробовали кучу пигментов. Когда-то мы снимали видео про то, что мы работаем интензой, уже мы давно ею не работаем. Потому что мы не работаем ею, потому что нашли пигмент, который лучше ложится, ускоряет процесс работы. Вообще, чем меньше работаешь на коже, тем лучше ярче заживает
Поэтому мы все время что-то ищем новое. И клиента надо предупреждать, что процедура на веках, она одна из самых неприятных, просто потому что это веко, оно настроено на то, чтобы моргать, дергаться и всего бояться, сжиматься, то есть рефлекторно защищать глаз от там всяких каких-то мух летящих и так далее. И очень нежная, деликатная зона, поэтому анестезия срабатывает полностью где-то в середине процесса, но потом она постепенно срабатывает все меньше и меньше, и особо капризные могут начать пытаться отворачиваться, дергаться. То есть надо предупредить, что если вдруг где-то там немножко колет, если терпимо, то надо терпеть. Терпи, женщина. Смысл поняла? Речи. Очень важно клиенту рассказать о том, как правильно ухаживать, как будет выглядеть завтра, как будет выглядеть на третий день, когда сходят корочки, что можно делать, а что нельзя. Потому что, как бы вы ни старались и не делали идеальную процедуру, половина примерно зависит от человека, который носит перманентный макияж. И если вдруг размочил, содрал корочки, бывает, что накрасил тушью, забыл, а потом смывал и стер корочки. То есть вариантов развития событий множество. И все они будут играть против нас и портить нашу работу. И чем больше кожа травмированная, тем более сильно печет, да? Да. Расслабь, постарайся. На веках практически всегда случается небольшой отек. Бывает, он искажает работу. Особенно если это стрелка. Очень важно зафиксировать эскиз и за него уже не выходить стараться. Часто кажется в процессе работы, что на одном веке чуть шире, на другом чуть тоньше стрелка. И хочется исправить. Но ни в коем случае нельзя по толщине, по длине исправлять, потому что когда заживет, будет совсем другая картина. Даже не то, что когда заживет, а когда спадет отек. Я такую ошибку совершала тоже в самом начале. Мы расширяли, исправляли, поправляли, делали чуть шире. В итоге сделали какие-то жуткие колбасы. Это мой скелет в шкафу. Я помню ее даже лицо, но не помню фамилию. И, неправильно. Меня никто не научил, а я сама что-то не сообразила. Там еще бывают очень капризные клиенты, которые говорят, нет, вот здесь потолще, еще подлиннее. На отек мастер слушается клиента, исправляет. Не делайте этого. Если случился отек, оставьте все до следующей процедуры, потому что на веках удалять сложнее. Проще дорисовать. Когда стерли анестезию, можно все, закрывай. Можно попросить, я вот держу глаз, который под анестезией, чтобы она не открывала, чтобы посмотреть, насколько правильно к носу прокрашено. Потому что иногда бывает, кажется, что при закрытом глазе что прокрасил, все, молодец, а на деле там, когда человек садится и глаза открывает, видно, что не доведено чуть ли не полсантиметра. Я помещаю иглу в кожу и не машу ей в воздухе, не делаю никаких лишних движений, то есть игла находится в коже постоянно, просто я туда-сюда ей двигаю, вот во всю толщину места, где пространство, которое я должна прокрасить. Допустим, на тенях, там вообще другая техника на веках. Там, где надо плотно, начерно прокрасить, но даже если это, допустим, серый графитовый какой-то пигмент, им все равно надо прокрасить плотно. Поэтому игла находится в коже постоянно. Совершать лишние движения, чтобы зря не травмировать кожу. Такие небольшие вертикальные движения, чуть наискосок от носа, они не создадут четкой границы внешней. Но главное, чтобы они были все равномерные, чтобы вот это пространство прокрашенное не выглядело таким заборчиком неровным. Я боюсь стереть твои божественные губы. Мне кажется, я их уже стерла местами. Ничего? Что, у меня рука тут касается их. Божественные губы. Да. Ты мне комплиментов сделала. Худая модель, божественные губы. Очень важно клиента предупредить, чтобы он не говорил во время процедуры, потому что так как я сижу, у меня рука лежит, опирается на челюсть. И если она заговорит, то я могу что-то нарисовать где-то не там, либо не на той глубине.
А стабильность, она тут крайне важна, то есть мы везде работаем на одинаковой глубине. Так или иначе, отек будет получаться практически всегда на веках. Просто иногда он бывает настолько небольшой и равномерный, что смотрится веко вообще не отекшим, не опухшим. Иногда бывает прям очень сильный отек. Это, кстати, можно спросить, как себя ведет веко после того, как мы поплачем. Если отекает, бывает у кого-то прям сильно отекает, а у кого-то никак. Ну, соответственно, после процедуры такая же будет история. Нужно всегда предупреждать о том, что коррекция – это практически обязательная процедура, и чтобы это не было сюрпризом для клиента. Потому что, во-первых, неизвестно, как он будет ухаживать за процедурой. Во-вторых, непонятно, как себя кожа поведет, потому что у кого-то остается почти весь пигмент, у кого-то уходит почти весь. Поэтому надо предупредить. Если вдруг коррекция не понадобится, все круто, все рады. Но она бывает часто нужна, особенно это если стрелка, допустим, когда из-за отека непонятно по ширине, по длине. Особенно у начинающих мастеров отек будет почти всегда. Процедура считается законченной, если нет пробелов, неровностей по контуру, если вы добились результата. Кстати, на веках очень часто коррекция бывает не нужна в принципе, и цвет по яркости, он становится как бы чуть более матовым за счет того, что кожа сверху закрывает пигмент, когда заживает. Поэтому про то, что уходит 20, 30, 60% на веках, так не скажешь, просто потому что остается почти всегда так же ярко, как и сделал. Должно быть все равномерно, едино прокрашено, без линия должна быть такая правильная при открытом глазе. То есть, когда мы полностью промываем глаза, садимся, смотрим, они должны начинаться и заканчиваться в одном и том же месте и слева, и справа. Вот для опытных мастеров межресничка это вот такая уже ерунда, вообще быстрая очень процедура. А в принципе работа на веках, она очень страшная для тех, кто начинает. Я сама боялась просто безумно. Иногда межресничка, она бывает очень толстая сама по себе. Там несколько рядов ресниц прям. В нашем случае она не толстая. Ложиться я бы не сказала, что сильно хорошо. Бывает вообще как бы с одного прохода становится настолько яркое все, что можно заканчивать. То есть процедура может длиться от 20 минут до часа там, с небольшим, но в идеале чем меньше работаешь, тем лучше заживает. Но если мы садимся и смотрим, допустим, и видно, что отека нету вообще, и видно, что в одном там месте недоработано, где-то короче, где-то толще, то тогда можно теоретически доработать. Но если есть отек, более того, если он неравномерный, то тогда ни в коем случае нельзя делать шире, длиннее, ничего нельзя исправлять. Нужно прокрасить там, где очевидно, там межреснички можно сделать ярче, потому что бывает, что сел, протер, и видно, что яркости там в каком-то месте меньше, чем надо было. Но по ширине и по длине, то есть исправлять нельзя совершенно. В том случае, если у человека дергается веко, прям дрожит и сжимает, бывает очень сильно сжимает, настолько, что приходится прям раздирать пасть льву, то надо просить не то, что контролировать веко, а расслабить его максимально, чтобы вы могли уже правильно натянуть и сделать все, что вам нужно. Потому что борьба вот эта с глазом, она очень... От нее устаешь просто, потому что ты не можешь травмировать, страшно повредить. Все вот эти вот навеки манипуляции с растягиванием и с войной с мышцами клиента, они неправильные. То есть если не может контролировать веко, дрожит, надо сразу просить, чтобы убрали руки. Вообще руки не поднимали, не подносили к лицу, потому что клиент лежит с закрытыми глазами, он не видит, что вы делаете в данный момент, и захочет почесать нос, стукнет машинку, вы, соответственно, машинкой стукнете по веку. Можно в лучшем случае поставить кляксу, в худшем случае можно черту какую-то провести или вообще в глаз ткнуть. Но я такого не встречала, но лучше предупредить об этом и
чтобы исключить вообще любую возможность травмировать. Если в процессе работы вы видите, что пигмент не ложится, причин может быть куча, может быть слишком большая мощность, может быть, что пигмент просто не поступает, то есть набирается в носик пигмент, но он не выходит с возвратно-поступательным вот этим движением иглы и в кожу не попадает. То есть кожа травмируется, отек начинается, а работы не видно. То есть надо что-то изменить, остановить. Можно глубину изменить, то есть силу нажима. Если вы чувствуете, что слишком поверхностно работаете, ну, либо наоборот, если вы увидели, что большой отек сразу идет, то тогда лучше силу нажима уменьшить. Если вы видите, что пигмент не ложится, проверьте настройку машинки, проверьте, с какой скоростью она работает. Проверьте вылет иглы, посмотрите, потому что пигмент может просто не поступать. Не работайте в холостую навеки, лучше перепроверьте настройки, либо измените что-то в тактике вашей. То есть это может быть нажим, скорость движения, потому что в каждой коже, сейчас я помашу, в каждой коже скорость, она разная. Я имею в виду, когда вы именно вот так вот вводите туда-сюда, где-то надо вести прямо довольно медленно, чтобы пигмент оставался в коже. Где-то можно работать быстро. Но это ощущение кожи, оно придет только с большим количеством процедур. Скорее всего, первые пару десятков вы будете работать наугад, не понимать, почему не ложится. Все? Неженка какая-то попалась. Вообще, проще всего делать брови, безусловно, особенно растушевку. То есть, если у вас есть возможность поработать сначала на бровях, сделать пару десятков процедур, а потом сходить вниз на веки и на губы, соответственно. То есть после того, как вы научитесь чувствовать кожу, все равно она более-менее похожа. На веках, конечно, она нежнее, чем на лбу, а на губах она вообще совсем другая, но вы перестанете бояться совершать неправильные движения, почувствуйте кожу и, если есть, опять-таки, повторюсь, такая возможность, сделайте несколько десятков процедур на бровях, а потом переходите на веки, чтобы не было потом мучительно больно вам и клиентам. И тут в самом конце я делаю все равно как бы маленький такой кончик, потому что она не может заканчиваться вот таким обрубком. Если не работает, когда вот так машешь, то я чуть-чуть замедляюсь и вожу чуть более медленно. Если все-таки не ложится, даже реально у очень опытных мастеров, я уверена, бывают такие случаи, когда пигмент ложится плохо. Причин может быть куча, от состояния организма в данный момент до настроения мастера, настроек машинки, пигмента, до чего угодно. Луна не в зените. То лучше, чем работать 2 часа на коже, 2-3, потому что я знаю таких мастеров, которые возятся в коже очень долго. Даже если пигмент вроде как ляжет, то, скорее всего, во время заживления кожа его вытолкнет просто во время регенерации процесса. Поэтому чем меньше вы работаете в коже, чем меньше копошитесь, тем это лучше для качества сохранности пигмента. И вроде как, конечно же, не стоит отпускать клиента с наполовину сделанной работой, но надо постараться. Самое главное, не работать в холостую. Вот что я замечаю, очень часто начинающие мастера, я их обучила очень много, они оттягивают момент самого поступая, иглу в кожу воткнуть, они трут, мажут, что-то там, машут настолько поверхностно, что кожа травмируется, а пигмент в коже не остается. Эти ошибки новичков, они боятся, у них страх. Они неправильно и очень долго кожу натягивают, чтобы работать. И в итоге процедура очень сильно затягивается. У нас сегодня тоже она длинная, потому что мне надо много говорить, а я отвлекаюсь. Если пошел отек, если клиенту больно, потому что анестезия, она чем дальше, тем меньше срабатывает, то лучше прекратите процедуру и сделайте ее на коррекции, доведите ее до ума и до совершенства. Такие прокручивающие движения, сейчас должно быть хорошо видно, да?
Обязательно рассказывайте клиенту, сколько осталось до конца процедуры, что вы сейчас, какое действие совершите, зачем вы его совершите. Потому что человек лежит с закрытыми глазами, и ему любопытно, ему страшно, он устал, просто спина болит, там дела какие-то. Можно рассказывать, сколько времени прошло, чтобы он знал, сколько ему еще лежать на столе. Надо стараться вытащить пигмент, вот он лежит там, кажется, что все черное, стираешь, а оказывается, что там его местами нет. И потом прорабатывать локально в тех местах, где его нет, не копошится. Вот это место вот, у носа, его надо делать все тоньше, вот от середины оно становится все тоньше и сходит на нет и по насыщенности, и по толщине. Я видела такие толстые черные стрелки, которые резко вот здесь заканчиваются, и начинается пустота. Это некрасиво, так не делайте. Иногда так просто получается, потому что там процедура закончилась, стало больно, там еще что-нибудь. Но в идеале надо прокрашивать по правилам. А максимальная глубина погружения иглы у каждой кожи, по ощущениям, даже визуально часто я контролирую погружение иглы в кожу, она разная. Вообще, на самом деле, это доли миллиметра. В любом случае, это ни в коем случае не больше миллиметра. Есть кожа разная по ощущениям даже. Вот просто возрастная кожа, очень сухая, такая тонкая, как пергамент. На ней надо вообще работать крайне поверхностно. Она часто дает в сосуды вот эти потеки. То есть я прям таких боюсь. Но в то же самое время на них остается почти любое движение, и процедура очень быстрая на самом деле получается. И молодая, жирная кожа, плотная, азиатская кожа. Вот у азиатов, у них она реально такое ощущение, что толще, хотя наверняка строение одинаковое, но немножко отличается все равно прям по ощущениям. На азиатской коже, вот я работала на кореянках, на казашках, на девушках, у них очень круто ложится пигмент. У европейцев, у нас, я не знаю, мы тоже какие-то азиаты же, да, считаемся? Кто? Мы. Я не азиат. Ты не азиат? Чем моложе кожа, жирнее, тем все зоны сложнее ложатся. Так скажем. Но ошибки не прощает практически возрастная сухая кожа. То есть на них надо работать крайне аккуратно и поверхностно. Потому что любое движение остается в коже. Вот лежа не всегда понятно бывает, что вот закончил ты там или нет. Сидя на глаза сейчас откроет, я сейчас все протру, и мне будет понятно, надо ли довести во внешних уголках и внутренних. Лежа непонятно. Либо можно протереть от анестезии хорошенько глаза и попросить открыть, в принципе, и лежа. Но главное, чтобы они открытые были, потому что закрытыми сложно оценить. Ну, вот эти места сейчас во внутреннем уголке глаза, они заканчиваются в одном и том же месте, но теоретически не, вот здесь я еще чуть-чуть сейчас доработаю. Вот видно, посмотри сюда наверх. Видно, что вот здесь вот немножко пара ресниц в конце недопрокрашена. Вот здесь идет линия ближе к носу. Видно, да? Да, вот здесь вот видно. То есть вот эти вот места, они бросаются в глаза обычно, и надо за ними тщательно следить, чтобы прокрашено было одинаково с обеих сторон. В конце процедуры на веки надо нанести гидрокортизон. Мы такой уход советуем. Нанести гидрокортизоновую мазь. Она хранится в холодильнике. Это специальная глазная мазь. Ватная палочка. Одной стороной немножко берете, и другой стороной берете немножко. Закрываете, убираете все. Всегда одноразовое. И наносится гидрокортизон. Прикрой чуть-чуть вниз, смотри. Вот чтобы, кстати, ты сама понимала, так, подглядывая, тебе это надо будет делать таким небольшим движением, вот так поверху. Все, зеркало убирает, ты там в камеру. Поняла смысл? И переворачиваете на другое веко, наносите точно так же. Такой намек на увлажнение. Не должно быть на ресницах мази, не должно быть в глазу мази. То есть будет стягивать веко на следующий день и все дни, пока заживает. И несколько раз в день очень тонким слоем надо наносить гидрокортизоновую мазь. Это, пожалуй, вообще весь уход. В принципе, она придет сегодня и вечером протрет хлоргексидином, после того, как доедет домой перед сном.
И все. Не сдираем корочки, не мочим, не чешем, не красим ресницы, пока не заживет. Но надо перечислить вообще все абсолютно полностью, что нельзя делать, дать с собой памятку, потому что человек обычно забывает все. Он полежал, он в беличьем трансе, ушел, все полностью забыл. Ну и телефон свой, чтобы не было потом проблем, чтобы неправильно не ухаживал, чтобы не делал того, что испортит вашу работу. Заживать будет примерно неделю, это где-то в районе 5-7 дней. Корочки будут отходить, они похожи на такие тоненькие пленочки, их ни в коем случае не сдирать. Если вдруг она отошла и на ресницах, тогда можно стряхнуть, но самим вот прям скорябывать нельзя категорически, размачивать нельзя ватными дисками, то есть вся косметика вокруг она может быть, но обходя зону глаз, ее убираем. На следующий день обычно максимальный отек на веках. Можно приложить холод. Холод через одноразовые пакеты, чтобы не лед и не окорочок на веки, понятно, да? Ну, это если надо отек снять быстро. А если он особо не волнует, то можно ничего не прикладывать. Но обычно холод помогает. Мы закончили нашу процедуру на глазах у Юли. Это межресничка. Глаза стали чуть ярче. Возможно, чуть-чуть побледнеет пигмент, но обычно коррекция даже бывает не нужна. Следующий урок у нас будет плотное заполнение губ. Вообще все наши уроки у нас на сайте. Их там много, и они постоянно пополняются. Если мы что-то не сняли, напишите, мы снимем. Всем пока. Смотрите наши уроки, пишите вопросы. Спасибо за просмотр.